птицы поют. Слышите пение птиц? Повсюду деревья, природа. И вот такой чудесный деревянный домик. Что? Да, это. Это когда ты плохо говоришь по-испански и идешь в парикмахерскую и пытаешься подстричься. Получается вот такой вот ужас. Да, друзья, я еще не успел с этим разобраться, поэтому я выгляжу по-уродски. Давайте такое выражение вспомним. Выглядишь как урод, да, по-уродски. Уродская стрижка. Макс, у тебя такая уродская стрижка, только будьте осторожны, человек может обидеться на такое. Мы приехали в город, который называется Тандиль. Тандиль – это город, который находится в провинции Буэнос-Айрес. Он находится в Пампе. Кстати, Пампа выглядит вот так. Но самое интересное, что вокруг этого города находятся горы. Ну, это прям не такие высокие горы, это сьерры. Это невысокие горы, я бы так их назвал, невысокие горы. И я хочу их вам сегодня показать и вообще показать немножко нашего путешествия в Тандиль. Это первое наше путешествие с маленьким ребенком. Вы, наверное, знаете, что у нас с Юлей появился маленький ребенок, малышка Сабрина. И вот это первое наше путешествие с Сабриной куда-то, на природу. Как мы ехали? Сейчас я покажу, на чем мы ехали. Итак, здесь у нас есть замок. Это амбарный замок. Замок для амбара. Мы его называем амбарный замок. Или, по-моему, еще называется он накидной замок, потому что он накидывается. Окей, а здесь такая щеколда. Вот, щеколда. И за этой щеколдой находятся два транспортных средства. О, как тяжело открываются двери этого амбара-гаража. Здесь находятся два транспортных средства. Первое – это наше транспортное средство, которое мы взяли в аренду на 2 дня. А вот это транспортное средство называется детская коляска. Чи-чи-чинь. Детская коляска. Видите, не просто детская коляска, это премиум бэйби, это премиум коляска. Шучу, конечно. Вот самая обычная коляска, вот такая вот, здесь сетка, здесь тоже сетка, и Сабрина любит лежать вот там и смотреть сюда. Кстати, пойдемте я вам покажу и дом, и Сабрину. Для этого нужно подняться по такой красивой лестнице. Деревянная красивая лестница. Правда? Красивая? Вот такая красивая лестница. Здесь горшок с цветком. Здесь место для отдыха, место для чила. Здесь можно почилить, отдохнуть. Смотрите, кстати, какой классный деревянный стол. Очень клевый. Очень клевый и очень деревянный. Ну и скамейка тоже деревянная, довольно красивая. Забавно, что здесь почти везде, вообще в Аргентине, ну я так понимаю, в Латинской Америке это очень принято ставить решетки на окна. Ну, видимо, из-за того, что здесь все-таки довольно высокий уровень краж из дома, и это делается для защиты дома. На самом деле в России тоже часто делают решетки на окнах, но не всегда, далеко не всегда. Окей, вот даже смотрите, есть решетка перед входной дверью. Видите? Такая решетка. Здесь вот такой замок. Вот. Ну, давайте посмотрим. Здесь, кстати, крыльцо. Вот такое место называется крыльцо.
крыльцо. Ну и заходим в хижину. Вот такая хижина. И кого мы здесь видим? Воу! Привет! Привет! Это кто такой? Почему такой сплющенный и сморщенный? Такой сонный. Сабрина сонная, да? Она только что поела? Она поела, теперь она сонная. Понятно, спит, да? Вот так вот выглядит наша бунгало, наша хижина. Здесь газовая плита. Ну, здесь ничего особенного. Все почти сделано из дерева. Вот, из дерева. Все такое, знаете, сделано своими руками. Посмотрите, вот эта полочка, все сделано своими руками, такой handmade. В России это тоже популярно, а сейчас станет еще популярнее, потому что из России ушла Икея и многие другие мебельные, ну вообще компании. И поэтому я думаю, что многие будут теперь сами делать стулья, столы, как здесь в Аргентине. Здесь в этом доме, вообще этот дом сделан полностью своими руками. И вот эти все элементы типа полочки или вот этой столешницы, да, это столешница, на которой стоят гриль, микроволновка и так далее. Все сделано своими руками. Ну и давайте тогда уж заглянем на второй этаж. На втором этаже... О, господи, какая лестница. Лестница очень крутая. Вот. На втором этаже здесь находится... Так, как тут сделать свет? Здесь находится спальня. Вот так она выглядит. Довольно удобная. Здесь, правда, жарко. Здесь жарко, но спасает вот этот кондиционер. Кондиционер работает хорошо, и он прям спасает, не дает тебе умереть от жары. Но сидеть дома все время скучно, поэтому надо куда-то сходить. Давайте куда-нибудь сходим погулять. Мы наконец-то оказались на природе. Ура! Это просто офигительно, потому что 4 с лишним месяца мы почти непрерывно жили в Буэнос-Айресе. Это, наверное, самый долгий срок, который я жил в городе, не выезжая из города. Ну, один раз мы поехали в Мар-дель-Плату, и все. Но сейчас мы приехали сюда, и первое, что я вижу, это потрясающая, офигенная природа. Посмотрите на это, друзья. Горы, практически лес здесь, зеленая трава, Господь Иисус, зеленая трава, эй, привет, зеленая трава. Это очень круто. Я не знаю, наверное, сложно понять, почему я такой радостный, но когда ты 4 месяца живешь в каменных джунглях, то ты просто хочешь вот так упасть на траву, прижаться к ней лицом. Здесь, правда, немножко еще коровьих какашек, но это не важно. Прижаться к ней лицом и просто наслаждаться. Юля, а у тебя другие эмоции, я так понимаю? Ну, красивенько. Но ты не испытываешь больших эмоций. Тебе нормально 4 месяца в каменных джунглях. Байрес потрясающий, я готова тут вообще не выезжать. И ты готова просто жить там и не выезжать из города? Ну, нет, я люблю путешествовать, и мне очень нравится здесь реально очень красиво, но меня не смущает жить в городе любое количество времени, если это город большой, в нем много районов, в нем много всего интересного. Ну вот, друзья, человек мегаполиса и человек природы. Я не могу, меня начинают угнетать. Вот отличное слово, угнетать. Меня начинает угнетать жизнь в бетонных каменных домах, когда вокруг практически нет зелени. Вот. На мою психику это действует разрушающе. Но окей, сейчас мы идем в горы, и чтобы нам было удобнее идти в горы, мы приготовили с Юлей слинг. Вот такой у нас есть слинг, это слинг-шарф. Мы еще его не тестили. Ну, один раз я его затестил, но в целом мы его еще не тестировали нормально.
В общем, сейчас будем пытаться понять, как завязать слинг и как посадить туда малыша, чтобы и ей, и мне было комфортно. Так, ну вот, как-то так это выглядит. Не знаю, надеюсь, что Сабрине комфортно. Последний раз я использовал слинг лет 6 назад, наверное. В общем, это было давно, но кажется, что все более-менее нормально. Посмотрим, как сейчас все пройдет. Мы идем вот туда, в горы. Я не знаю точно, что это за место. Там вроде какая-то находится пещера, но мы пойдем посмотрим. Нам самое главное просто прогуляться в прохладный довольно день по природе. Это наша задача. Ну что могу сказать? В целом все нормально. Мне не нравится только, что этот слинг как-то висит. Ой, ути, господи. Громко, папка громко заговорил и разбудил малыша. Она всю дорогу спала, все было хорошо, но сейчас проснулась, видимо, от того, что я очень громко, резко заговорил. Ну, в общем, друзья, тут очень красиво. Сьерры Тандиля — это потрясающе. Вот там вот горы, но, правда, здесь все огорожено. Здесь забор из колючей проволоки, и туда пройти нельзя. Видимо, там, не знаю, вот люди занимаются, не знаю, наверное, разводят скот здесь. Мы видели здесь коров. Я думаю, что здесь люди занимаются скотоводством, и поэтому закрыта дорога туда, везде забор, и, в общем, туда пройти нельзя. Но это не важно. Я думаю, что мы найдем место, куда можно пройти, где можно еще погулять, потому что душа отдыхает. Душа отдыхает и наслаждается этой красотой. Все вокруг зеленое. Это самый конец лета. Начало марта. Очень красиво, друзья. В общем, мы дошли до конца этой тропы. И мы шли минут, может быть, 20 и уже дошли до города. Ну, это место, оно, в принципе, находится в пределах города, что, конечно, классно, но, честно говоря, очень сильно разочаровывает факт, что вот все эти горы, да, которые я вижу, видите, все эти горы, на них просто так нельзя взобраться, ты не можешь там где-то погулять, потому что везде написано, что это частная собственность, проход запрещен. Ну, может быть, это потому, что мы находимся практически в городе, на окраине города. Может быть, поэтому, не знаю, может быть, мы сейчас еще куда-то поедем в другое место и попробуем посмотреть какие-то другие места. Но вот посмотрите, друзья, какая красота вот там, да? Вот, безумно красивое место. Там есть и какой-то лес, и горы, камни. Все, вот очень хочется сходить туда, посмотреть, как это выглядит, погулять среди вот этих сосен. Но, к сожалению, нельзя, потому что везде вот такой забор из колючей проволоки и, в общем, частная собственность. Ну что, привет, серый волк. В поросятах знаешь толк, ну привет. Ну, к сожалению, это невкусно. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. Пока.